Всем привет! Продолжаем вязать куклу. Остановились мы на том, что закончили вязать тело. Теперь мы вяжем голову. Это у нас будет 82 ряд. Делаем мы, значит, столбик без накида и прибавка. Столбик без накида и прибавка. И так мы по кругу продолжаем вязать. Делаем 12 таких прибавлений через столбик. Получается у нас 36 столбиков по кругу. Итак, провязали мы 82 ряд. 83 ряд мы вяжем без изменения. 36 столбиков без накида по кругу. Без изменений вяжем. Провязали мы 83 ряд. В 84 ряду мы делаем опять прибавление, только через 2 столбика. Делаем 2 столбика. И прибавка. Раз, два. Прибавка. Делаем так по кругу 12 раз. В итоге у нас получается 48 столбиков. Провязали мы 84 ряд. 85 ряд у нас будет опять без изменений. Вяжем по кругу без изменений. 85 ряд, 48 столбиков. Закончили мы 85 ряд. В 86 ряду делаем 3 столбика без накида и прибавка. Раз, два, 3, прибавка. И так по кругу 12 раз. В итоге у нас получается 60 столбиков без накида. Так, провязали мы 100 рядов. На этом этапе я вставляю глазки. Маркер вот этот вот мне очень помогает в этом плане, именно на этой кукле. Чтобы мне найти правильное расположение глаз, как бы расстояние их, да, чтобы они были четко посередине хотя бы, то я отсчитываю от маркера 24 столбика.
на 90, между 94 и 95 рядом у нас будут глазки. От маркера я отсчитываю 24 столбика. Это будет у меня первый глаз между 94 и 95 рядом. И от него я отсчитываю 13 столбиков. Это будет второй глазик. И получается, что они у нас как бы симметрично. На этом этапе я вставляю глазки. Вот, а потом буду вязать. Я вставляю их так, что надо немножечко расширить, потому что плотные делаю. И смотрите, если вы немножечко будете сомневаться, да, то вы после того, как вставите глаз, если у вас такие глазки на безопасном креплении, то вы их не закрепляйте, потому что потом будет очень сложно их снимать. Они очень тяжело как бы убираются, вот эти вот крепления. Вот. Вы лучше проверьте сами на свое усмотрение. Может, вы захотите их сделать немножко поуже. Сами уже смотрите глаза, как вам будут для вас красиво. Вот. А потом только уже, когда вы уже убедились, тогда уже закрепляйте. Вот. Если у вас пришивные глазки, то это можно сделать после того, как вы набьете голову синтепоном, тогда можно будет и пришивать, тогда будет удобнее вам найти им расположение. Вот. Теперь мы вяжем дальше. Дальше у нас пойдут убавки. Вяжем 10 столбиков без накида и убавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавка. Вот так вот вяжите по кругу 6 раз. 6 убавок у нас будет. 10 столбиков без накида плюс убавка. 6 раз. В итоге у нас получается 66 столбиков. Продолжаем делать убавки. 102 ряд у нас 9 столбиков без накида плюс убавка. Повторяем так 6 раз. И у нас в итоге получается 60 столбиков. Так, 103 ряд. Делаем 8 столбиков без накида и убавка. Делаем так 6 раз. В итоге у нас останется 54 столбика. Следующий ряд у нас 104. 7 столбиков без накида. Так повторяем 6 раз. В итоге у нас остается 48 столбиков. Следующий ряд у нас 105. Делаем 6 убавок. Ой, простите, 6 столбиков без накида плюс убавка. Делаем так 6 раз. У нас остается 42 петли. На этом этапе я начинаю наполнять голову холофайбером.
Наполняйте, не забывайте, заполняйте шею тоже, чтобы она была, голова, чтобы держалась хорошо. Сильно плотно не делайте, но так, чтобы чувствовалось оно. Не делайте здесь как бы выпуклость, чтобы она была здесь немножко плоская, чуть-чуть. Вот. Заполняйте так, чтобы не переборщите вот, как бы холофайбером в тельце. Вот. А голову наполняйте так плотненько. Продолжаем вязать. Потом будем по ходу вязания дальше дополнять ее, чтобы не мешало нам холофайбер сильно. Плотно не делаем пока. Так. Дальше у нас 106 ряд. Делаем 5 столбиков и 1 убавка. Делаем так 6 раз. У нас в итоге получается 36 столбиков. Следующий ряд у нас 107. Здесь мы делаем 4 столбика без накида плюс убавка. Подтягиваем, когда делаем убавку, чтобы у нас не было дырки. Повторяем это 6 раз. В итоге у нас 30 столбиков. Дальше провязываем убавки. 108 ряд у нас будет 3 столбика плюс убавка 6 раз, 24 столбика. Затем в 109 ряду 2 столбика плюс убавка 6 раз, будет 18 столбиков. В 110 ряду столбик плюс убавка 6 раз, остается 12 столбиков. Встретимся там. Провязала я 110 ряд, столбик плюс убавка. По ходу вязания я дополнила голову. Вот. Теперь у нас остался ряд просто убавки, 6 убавок подряд. Ой, так я ж берусь за переднюю петлю, полупетлю. Неудобно. Так, раз, два, три, четыре, 5, 6. Так, обрезаю нить. Так, оставляю немножко, чтобы можно было иголочку. Вытаскиваю ее. Нет, уже не надо. Берем иголочку.
И также за передние полупетли я беру и сшиваю вот так вот, их просто прошиваю, как 6 столбиков, затягиваю. Вот. Где-то здесь я ее сделаю узелочек. И спрячу. Тут у нас волосики это спрячутся. Вот, мы сделали голову. Теперь мы будем вязать платье. Так, вернее, будем вязать юбочку. Значит, находим там, где у нас был переход. Тут вот некрасиво так как бы выглядит переход. Мы начнем. Можно начать либо перед ним, либо после него, чтобы соединение у нас было не на переходе, а как бы подальше от него. За полупетли вот эти, которые у нас оставались, захватываем. Берем куколку так, чтобы голова была смотрела на вас, чтобы лицевой стороной была юбочка провязана. Так, мы провязываем столбиками без накида. Делаем воздушную петлю одну и провязываем за каждую петельку по одному столбику без накида в каждую полупетлю по кругу. Вот так, дошли мы до этого места. Оно будет не так заметно. Вяжем так по кругу, по столбику без накида в каждую петелечку 48 столбиков и соединяем соединительной петлей. Так, провязала я ряд столбики без накида, делаю соединительный столбик, первый столбик. Дальше мы провязываем 3 воздушные петли, делаем накид и в эту же петлю, откуда мы провязали 3 воздушные петли, делаем столбик с накидом. И так каждый столбик мы делаем прибавку из столбиков с накидом. То есть в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика с накидом по кругу. У нас получится 96 столбиков с накидом. Так, провязала я второй ряд. И смотрите, я делаю обычно как. У меня вот 3 воздушные петли. Если я соединю, тут такая вот будет небольшая дырочка, да? И я поэтому еще один столбик провязываю в ту петельку, откуда идут 3 воздушные петли, и делаю соединение с первым столбиком после 3 воздушных петель. Тогда у нас здесь плотненько и не видно соединений. Дальше с 3 по 10 ряд вяжем без изменений 96 столбиков с накидами, по одному столбику в каждый столбик.
провязываем так с 3 по 10 ряд. Я решила добавить еще один ряд, 11, потому что мне показалось, что было коротковато. Если бы я взяла бы крючок, у меня сейчас 2,5, взяла бы троечку, может быть, мне 10 рядов было бы в самый раз. Так как я вяжу этим крючком юбочку, мне не хватило еще одного ряда. Провязала я 11 ряд. Так, сейчас мы обрываем. Делаем одну воздушную петлю, нить обрезаем. Так, чуть-чуть побольше. Потом это мы спрячем. Вы можете, если у вас есть тесьма, такая вот узенькая, где-то полмиллиметра, ну, может быть, максимум сантиметр. Сантиметр, наверное, будет сильно много. Где-то полсантиметра шириной тесемочка, беленькая или какая вам нравится, смотря, ну, какое у вас платьюшко будет, да, вы можете ее пришить. Так как у меня нет тесьмы, я буду делать оборочку из белой пряжи, вот такую вот оборочку. Так, прячу я прям по ряду вот так вот, аккуратненько, чтобы с лицевой стороны не было видно. Обрезаем. Эту ниточку тоже прячем. Прячу я ее в тельце. Тут зацеплю немножко. Так вот, и еще разок можно. Сюда. Ну и все, и она никуда не денется. Так. Берем белую пряжу. Делаем тесьму. Присоединяем ниточку цвет тесьмы, провязываем 3 столбика, 3 воздушные петли. Сюда же 2 столбика с накидом. Пропускаем 1, 2, в третью делаем соединительный столбик. Дальше опять вяжем 3 воздушные петли. Сюда же 2 столбика с накидом. Пропускаем 1, 2, в третью делаем соединительно. 2 столбика. И в итоге у нас тут получается 3 столбика вместе с воздушной. 1, 2, в третью соединительно. И так по кругу. Так, заканчиваю я делать оборочку. Соединяю с первой воздушной петлей, соединительным столбиком. Делаю воздушную петлю одну и обрезаю нить. Затягиваем.
Мы ее спрячем вот так вот вдоль. Иголочкой спрячем. Все. Так, оборочку мы сделали. Пока откладываем в стороночку. Вяжем ручки. В кольцо амигуруми мы провязываем 6 столбиков. Затягиваем. Делаем прибавки. Каждый столбик делаем прибавку. Сделали прибавки, получили 12. Следующий ряд, третий. Делаем, я беру маркер, делаем столбик 1 и прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. Так по кругу. 6 прибавок. В итоге 18 столбиков. 4 и по 6 ряд мы вяжем без изменений. 18 столбиков без накида. 3 ряда. В 7 ряду мы делаем 4 убавки подряд. Раз. 2. 3. 4. И 10 столбиков оставшихся провязываем без изменений. 8 ряду делаем 2 убавки подряд. И 10 столбиков оставшихся провязываем без изменений. Дальше с 9 по 13 ряд вяжем без изменений 12 столбиков по кругу. В 13 ряду встретимся. Так, здесь мы начинаем менять цвет. В 14. Так. Я меняю так, я последний столбик я не довязывая добавляю, присоединяю сразу. И новым цветом заканчиваю. Вот. Теперь с 14 ряда по 25 ряд мы вяжем цветом платья без изменений 12 столбиков.
Не забывайте наполнять по ходу вязания, потому что ручка узенькая, и потом вам неудобно будет наполнять вот тут вот в начале. Поэтому пока короткая она, наполняйте ее. Так, закончили мы 25 ряд. Дальше вяжем мы вот так. Провязываем 2 столбика. Поворачиваем. Пропускаем 1 столбик. Вот от крючка 1 столбик. Пропускаем и провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять поворачиваем, пропускаем первый столбик и начиная со второго провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание, пропуская первый столбик, провязываем 4 столбика, начиная со второго. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание, пропуская первый столбик, провязываем 3 столбика. 1, 2, последний провязываем 3. Теперь продолжаем вязать по кругу. 3 столбика с одной стороны будет, 3 столбика здесь и 3 столбика с этой стороны по кругу. И соединительный столбик будет. Так, первый столбик мы провяжем где-то здесь. Раз. Рассчитайте примерно расстояние, чтобы было одинаковое. 2. Третий, наверное, где-то здесь. Дальше вот эти вот 3 столбика, которые у нас здесь, их тоже провязываем. 1, 2, 3. И с этой стороны 3. 1, 2. Где-то здесь, наверное, будет 3. И соединяем с первым столбиком. Соединительным столбиком соединяем. Обрезаем, оставляем подлиннее, потому что будем мы пришивать. Вытягиваем ее. Все. Ручка готова. Вот у меня вторая ручка. Вот ее дополним силиконом. Руки пока откладываем в сторону. Будем сейчас вязать волосы. Провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Делаем прибавку по кругу. Каждый столбик по 2 столбика.
Вот. И так мы будем делать прибавки. Следующий ряд будет столбик без накида плюс прибавка. Потом 2 столбика плюс прибавка. 3 столбика плюс прибавка. И так доходим до 10. Когда вы дойдете до ряда, 12 ряда, где будет 10 столбиков без накида плюс прибавка, там мы с вами встретимся. Провязала я 12 рядов, 10 столбиков без накида плюс прибавка. 72 столбика получилось у меня в итоге. Следующий ряд с 13 по 24 ряд мы вяжем без изменения 72 столбика. Вот, вяжем по кругу до 24 ряда. Смотрите, я сказала до 24 ряда, да, вязать. Я провязала и, померив на голову волосы, да, они у меня уже как бы легли вот так на глаза почти. А мне еще надо будет провязывать еще как бы челочку такую, вот эту вот. Она занимает где-то примерно 3 ряда еще, то получится, что уж совсем она будет и плотно не лягут волосы на голову. Поэтому я распустила 2 ряда, и у меня в итоге получилось 22 ряда. А вы смотрите сами по своим ниткам. Может, вам и 24 ряда надо будет провязать. Вот. И дальше я уже начну вязать челочку. В итоге у меня 22 ряда. Теперь делаем так. Провязываем 1 столбик без накида. Пропускаем 2 столбика. И в третий мы провязываем. Третий столбик провязываем 6 столбиков с накида в одну петлю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаю 2 столбика. Раз, 2. В третью провязываю столбик без накида. Опять пропускаем 1, 2. В третью провязываем 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Раз, 2, в третью столбик без накида. Раз, 2, в третью 6 столбиков с одним накидом. Раз, 2, в третью столбик без накида. И делаем вот такие вот. Провязываем так 7 раз. Должно быть их 7 штучек. Сделала я 7-е. Теперь просто провязываем столбики без накида до конца ряда. Заканчиваю я соединительным столбиком. Отрезаем нить. Я ее туда спрячу. Получается вот
3 с этой стороны, 3 с этой, и посерединке будет вот так вот. Я буду приклеивать потом на клей. Вы, если хотите пришивать, если у вас нет клея, вы можете оставить длинный хвостик и аккуратненько пришить ее так, чтобы не было видно. Сейчас делаем хвостики. Такие вот шарики по бокам. Вот такие вот. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо. Так, делаем прибавку. 12 столбиков, чтобы у нас получилось. Сделали мы прибавки. 6 прибавок, получили 12 столбиков. Теперь мы в третьем ряду делаем столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 прибавок, 18 столбиков. Затем мы делаем 2 столбика и 1 прибавка. 24 столбика получаем, 6 раз прибавляем. Потом мы делаем 3 столбика, 1 прибавка, 6 раз делаем прибавление. В итоге получаем 30 столбиков. Встречаемся в 5 ряду. Провязали мы 5 рядов, 30 столбиков без накида. Дальше 6, 7, 8, 9, 10 мы провязываем без изменений по 30 столбиков. С 6 по 10 ряд. Провязали мы 10 рядов. Теперь 11 ряд, 3 столбика без накида плюс убавка. Плюс убавка. Повторяем это 6 раз. Делаем 6 убавок. 12 ряд, 2 столбика без накида плюс убавка. Повторяем это 6 раз. Остается 18 столбиков. 13 ряд. Провязываем 1 столбик без накида плюс убавка. Наполняем сейчас. Наполняем плотненько.
наполнили. И делаем последний ряд. Тоже столбик. Один столбик без накида плюс убавка. Столбик без накида плюс убавка. Повторяем это 4 раза. Наполнитель, когда добавляешь, он немножечко мешает, конечно. Убавка средняя. Это я убираю, мне не нужна. Делаю в последнюю петлю просто соединительный столбик. Вот, оставляю кончик подлинней, ну, как бы не сильно длинно, но так, чтобы хватило пришить. Вот. Я связала 2 таких. Вот. На этом этапе мы пока закончим. Встретимся в следующем видео.